Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Все новое – это хорошо забытое старое. Я нашла НЛО – незаконченный лоскутный объект. Кого интересует, как шить такую объемную Crazy розу, можете посмотреть подробный мастер-класс. Но я сейчас коротко расскажу сам принцип создания. Он сказал «поехали» и запил водой. Для работы приготовила ткани двух цветов. Шьем по основе. В центр заготовки помещаем деталь пятиугольной формы бордового цвета. Закалываем ее иголочкой. Дальше к ней приставляем и пришиваем розовый кусочек. Отгибаем его. После этого подрезаем лишние края. Обратите внимание, утюгом мы не пользуемся. Лепестки должны сохранить объем. Сложенную вдвое бордовую ткань накладываем поверх розовой детали. Закалываем булавочками. После этого берем розовую ткань, накладываем ее, закалываем и прокладываем строчку. Этим кусочком мы закрываем срезы. После этого отгибаем. Розовый кусочек отогнули, подравниваем его по срезу. После этого накладываем двойной кусок бордовой ткани. Закалываем. Потом куском розовой ткани закрываем открытые срезы и прокладываем строчку. Я думаю, что вы уже поняли принцип работы. Шьем по спирали. Розовую ткань прошиваем, отгибаем, отрезаем. Закрываем двойной бордовой тканью. Закалываем. Потом опять розовый. Получается такая объемная Crazy роза. Шьем и шьем. И надо сделать хотя бы 2 витка такой розы. Видите, какой интересный эффект получается? Из-под бордовой ткани проглядывает розовый. Если хотите, здесь можно поиграть и цветом, и фактурой ткани. Вместо розового флиса, который я использовала, можно взять бархат или красивую ткань с пайетками. А верхнюю ткань укладывать с небольшим напуском и немного отступив от края. Я дала вам идею, а на воплощение уже зависит от вас. Ничто не дается нам так дешево, как хочется. Мне нравится, когда в комментариях начинают фантазировать и фонтанировать идеями. Это очень интересно. Получается такой коллективный разум. А фотографии своих работ вы можете выложить в моих группах ВКонтакте, в Одноклассниках или в комментариях на моей площадке Яндекс.Дзен. А завершить работу, закрыть оставшиеся края, я решила кусками портьерной ткани. У меня остались зеленые лоскутки. Кстати, для объема эти зеленые листья можно заложить складочками. Роза получилась пышная. Да, жизнь штука тяжелая. Ее еще никто не перенес. Я нашила несколько таких заготовок. И первоначально хотела использовать их при пошиве покрывала. Но потом передумала. Изделие получится очень тяжелым. И отложила эти розы. Помните, что рабочий день сокращает жизнь на 8 часов. Размер заготовки 32 на 32 сантиметра. Вы, конечно, помните эти образцы мебельной ткани. Очень красиво подобраны цвета, но они не очень большие. Ширина кусочков 25 сантиметров. И на каждом образце есть следы термоклея. Я раньше пыталась их удалить, но потом поняла, что лучше эти места совсем не использовать. Из всей палитры лоскутков выбираю коричнево-бежевую гамму. Не знаю, видно или нет, я для наглядности
прямо на рабочем столе нарисовала квадрат 45 на 45 сантиметров. А в него мне надо вписать наш квадрат с розой. А оставшиеся углы как раз и будем закрывать кусками мебельной ткани. Выбираем такой угол и такое расстояние, чтобы не использовать места с клеем. Делаем предварительную раскладку. Углы мы закрываем кусками мебельной ткани двух цветов. Очень удачно получилось. У нас все ткани и заготовки очень плотные и толстые. Представляете, какие грубые швы у нас получится, если будем делать простое соединение. Поэтому будем соединять детали через бейки. У меня нашлась темно-коричневая ткань. Нарежем полоски шириной 3 сантиметра. Если бы все ткани были легкие и тонкие, то хватило бы и 2,5. Но пусть уж будет запас. Дальнейшая работа совсем простая. Включаем нашу красавицу Юнику от фирмы Effective и проверяем, как она будет шить толстые ткани. К большой детали с розой прикалываем бейку. Обратите внимание, в начале строчки бейка на 2-3 сантиметра выступает за край заготовки. И в конце тоже. Прокладываем шов. Потом эту бейку отгибаем и к ней прикалываем треугольную деталь из мебельной ткани. Для того, чтобы все ровно совпало, находим середину гипотенузы треугольника и совмещаем ее с серединой стороны лоскутной детали. Вот от этой середины ровно раскладываем детали, закалываем и прокладываем строчку. После этого выступающий конец бейки подрезаем, а дальше пришиваем бейку к другой стороне цветной детали. Затем к ней пришиваем следующий треугольник. Так мы готовим все 4 угла. Всю заготовку проутюживаем, но будьте осторожны, работайте через влажную ткань, потому что мебельная ткань это по большей части синтетика, и она может плавиться под утюгом. Промеряем и подравниваем края. Поработал на совесть? Поработай на себя. И еще, для крепости я сделала строчки поверх бейки. Так она лежит ровнее. Размер заготовки получился 45 на 45 сантиметров. На этом бы мне хотелось уже заявить, что все хорошо, работу я закончила, но у меня нет большого куска подходящей ткани, чтобы сделать цельной обратную сторону. Но у меня есть еще куски мебельной ткани и есть коричневая бейка. Да, голая на выдумке хитра. Так что ждите продолжения, следите за новостями на канале, подписывайтесь, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!